Всем привет, канал Математические эксперименты. Представляете, нас смотрят школьники. Точнее так, школьники, представляете, вы меня смотрите. И поэтому мне нужно вам кое-что рассказать. Некоторые моменты из мат-анализа, которые я активно использую, которые необходимы просто для понимания того, что здесь происходит. Как обычно, без доказательств, это не про нас. Я от себя доказательств никаких требовать не буду, от вас тем более. Но это не освобождает вас от посещения институтов в будущем. Хотя в современном мире YouTube и курсеры вполне достаточно. Итак, сегодняшняя тема – это производная, ряд Тейлора, экспонента, логарифм. Если вы все это знаете прекрасно, можете скипнуть без каких-либо переживаний. Итак, сначала нужно разобраться с концепцией производной. На самом деле, производную не так сложно понять. Это все байки, что это все для из области высшей математики. Нет, это вполне себе обыкновенная математика. И всякий, кто понимает, что такое скорость, которая показана на спидометре в машине, понимает, что такое производная. Потому что это одно и то же. Давайте рассмотрим какую-то функцию, вот этот многочлен третьей степени, и нарисуем график этой функции. Это красная такая линия. А еще графики трех других функций, которые линейны, в отличие от функции ff. Вот, предположим, что это график, который показывает расстояние до дома. Это ось времени, а вертикальная ось – это ось расстояния до дома. И надо уметь читать все эти графики. Например, вот этот красный товарищ, он в момент 0, тут стоит 0, был на расстоянии 5 километров от дома. Потом он стал к нему приближаться, и через час был где-то в районе 3 километров. Потом он опять стал удаляться от дома, и через 2 часа был уже на расстоянии, примерно 9 километров. Желтый товарищ в час 00:00 был на расстоянии 2 километров от дома вместе с синим товарищем. И потом он помчался со скоростью, небольшой скоростью, в принципе, со скоростью 3 километра в час. Вот видите, он через час был на расстоянии уже 5 километров. Со скоростью 3 километра в час помчался от дома. И через 2 часа был на расстоянии 8 километров. Синий товарищ шел медленнее. Он шел со скоростью 1 километр в час. Через час он был на расстоянии 3 километра. А через 2 часа на расстоянии 4 километров от дома. Зеленый товарищ был на расстоянии минус 1 километр от дома. Что это значит? Это очень просто. Это значит 1 километр, но с другой стороны. Дом у нас находится на прямой такой дороге. Прямо посерединке стоит. И можно находиться на дороге с обеих сторон. И вот с одной стороны идут отрицательные числа, а с другой положительные. Да, дорога это как бы у нас вот эта ось. И если бы мне включить время, то зеленый товарищ, он так медленно ползет мышкой вверх. И через 2 часа оказывается здесь. А красный товарищ в момент 0 двигается сюда. Потом останавливается и начинает двигаться вверх. И доходит до 9 километров от дома. Но тут есть еще отрицательная ось времени. Это как бы что было час назад. Это минус 1. Что было минус 2 часа. В общем, это очень важная, обязательная часть нашего канала. Умение интерпретировать такие графики. Понимать, что здесь вообще происходит. Вот это... Теперь следующий момент. Про скорость. В момент 0 у красного товарища скорость отрицательная, потому что расстояние уменьшается. Где-то здесь его скорость равна нулю, а потом она начинает увеличиваться. Да, наверное, чтобы у вас случилось озарение, или, как говорит Райгородский, катарсис, давайте нарисуем
Здесь еще рядышком график скорости. Правда, это не совсем правильно рисовать на одной плоскости сразу же два графика, у которых единицы измерения на оси Y разные. Но тем не менее, вот полезное такое сопоставление. Что тут еще надо сделать? Давайте чуть-чуть раздвинем, может быть, ради интереса. Вот, смотрите. Вот я говорил, что где-то в этой точке скорость равняется нулю. Так и есть. Вот желтая скорость в этой точке равняется нулю. Потом она увеличивается, увеличивается и увеличивается. То есть вот движение после часа, оно работает на удалении, и более того, ускоряется это движение все время. Максимальная отрицательная скорость где-то в районе минус 5 км в час наблюдается в этой точке. И тут наиболее сильно наклонен в такую вот отрицательную сторону график расстояния. И здесь вот опять скорость должна быть равна нулю. Так и есть. Вот в этой точке скорость равняется нулю. Вот два графика. Расстояние до дома, а желтый график это то, что показывает спидометр, если они, конечно, двигаются на машине. Окей, двигаемся дальше. Тут опять наш график, только он теперь стал синим, хотя был красным. И нарисовал тут две линии, одна из которых, сейчас пойму какая, называется касательной линией. Зеленая линия это не касательная, а вот желтая линия это касательная линия. Смотрите, тут целая серия, получается, желтых касательных линий. В каждой точке своя касательная линия. И с ней такой вопрос. Как записать формулу этой вот желтой линии? В принципе, очень просто. График этой вот желтой линии будет таким, каким нужно, если он в точке x0, я шевелил точкой x0, будет равен в точности значению функции f от x0. И смотрите, как это делается. f от x0 плюс что-то умножить на x минус x0. Эта скобочка будет равна нулю в точке x равная x0. Вопрос только вот в этом вот коэффициенте. Видите, скажем, у зеленой линии неправильный коэффициент. Он не нежно касается синего графика, а очень грубо пересекает синий график в точке x0. Нужно подобрать правильный коэффициент наклона. И этот коэффициент наклона называется по-английски slope. Здесь задается вот этим выражением, которое означает производная функции f(f) в точке x0. Можете считать, что это и есть определение производной. Производная это такой slope в точке x0, который дает касательную линию. Зеленую линию я сделал таким образом. Она должна проходить через точку x0, ff x0, и через точку ff x0 плюс дельта. Сейчас я поясню. Тут у меня дельта зафиксировано какое-то. Вот. И я могу его, кстати говоря, менять. Но если дельта положить равным единице, то получается, что зеленый график проходит как бы через точку f от x0 и через точку f от x0 плюс 1. Он как бы проходит через две точки. Но теперь я это дельта могу уменьшать, расстояние между двумя точками. И зеленая штука постепенно приближается к желтой. Шлепс. Тут, видимо, дельта стала равна нулю, и математика покраснела, потому что она не умеет делить на 0. Или это и за нас стыдно, что мы делим на 0. В общем, смотрим, что здесь нарисовано. Вот таким образом задается
прямая, которая проходит через точку fx0 и через точку fx0 плюс дельта. Действительно, x равняется x0. Все это выражение равняется нулю, f от x0 получаем. А когда x равняется x0 плюс дельта, то здесь получается дельта, и здесь дельта с дельта сокращается, и получается, что результат равен f от x0 минус f от x0. Остается только это выражение. Вот. Внимание. Вот что мы видим тут в скобочках, и вот что мы видим здесь. Очевидно, что f' близко к этой штуке. И чем дельта меньше, тем ближе. Давайте, тут у меня, значит, сразу же понесло на примеры. Давайте посмотрим, чему равны производные, чему равна производная от f от x, которая равно x в степени 11. Это равно 11x в 10. Так, тут у меня что-то уже вычислено все. Можно это также записать, явно определив функцию f, а потом попросив взять производную. У x в 10 производная это 10 на x в 9. И математику можно даже спросить ответ в общем виде. Откуда берутся эти ответы? Они берутся из треугольника Паскаля. Точнее, из одного его, ну, скажем так, столбца. Смотрите. Вот разложение x плюс дельта в 11 степени. Эти коэффициенты и есть коэффициенты из треугольника Паскаля. Когда мы вычитаем x в 11 в этом разложении и еще делим на дельта, у нас получается сложное выражение, но оно сильно упрощается, если мы обратим внимание, что все вот эти слагаемые содержат дельта. А дельта же очень-очень маленькая и в пределе равно нулю. Когда мы подставляем дельта равно нулю, получаем x в 10 умножить на 11. Ну и это верно для любого числа n, не только для 11. Так, давайте выпишем треугольник Паскаля. Вот что я имел в виду. Вот есть этот столбец 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, который состоит из натуральных чисел, и который как раз определяет то, чему будет равно чему будет равна производная от x в степени n. Ну, видите, я тут написал равенство, что производная это как бы вот такая штука, в которой дельта поставляется равным нулю. Но это верно только для многочленов, когда вы вначале раскрываете все это и лишь потом подставляете. Здесь же он не стал раскрывать многочлен, взял, сразу разделил на дельта и ругнулся. Поэтому эта операция не подстановка дельта равной нулю. Эта операция называется лимит. И математика умеет вычислять лимиты. Вот, и получать правильные ответы. Все, мы с вами разобрались с производными функций вида x в степени n. Важно еще сказать, что если у вас есть две функции, то производная от них будет равна сумме производных. Почему это так? Это связано с тем, что вверху вы, когда будете вычислять f от x плюс дельта минус f от x для вот этого сложного выражения, вы сможете его разбить на две части. Дельта fff и дельта gg. Поэтому верно вот такое равенство. Следующая функция. Да, я еще не сказал. Из этого следует, что мы уже с вами умеем вычислять производные от любого многочлена. С многочленами разобрались, теперь разберемся с функцией 2 в степени x.
2 в степени x, если мы подвергнем эту функцию вот этой манипуляции, мы получим это, из чего выносим 2 в степени x за скобочку и получаем это выражение. Очень интересно. Получается, что производная 2 в степени x равна 2 в степени x плюс что-то умножить на что-то, не зависящее от x. Давайте спросим у математики, чему равняется эта штука. Она говорит логарифму 2. Вот чему равен вот этот вот предел. Логарифм 2. Предположим, что мы не знаем, что такое логарифм. Она говорит, есть некоторый секретный ответ, у меня есть для него название, чему равен этот предел. Но главное, что 2 в степени x производная равно 2 в степени x на что-то. Очень интересно. То есть как бы функция сохраняет свой внешний вид. Если x в степени n превращается x в степени n минус 1 на что-то, то здесь не так. Здесь сама функция сохраняется, просто умножается на какую-то константу. Есть такой, значит, способ определить число e. Это такое число, для которого этот предел равен единице. Вопрос, как найти это e. На этот вопрос мы ответим потом. Но если мы найдем это e, то будет верно следующее тождество. Таки да, верно, число e определено в математике. Хорошо. Давайте запишем нечто, что мы знаем на данный момент. Есть процедура, которая называется взятие скорости на спидометре, если мы двигаемся по прямой и наши координаты меняются по этому закону. Вот какие будут показания от времени x. X это здесь время, ну, что делать, надо понять и простить. Здесь x время и вот это вот расстояние, на котором мы будем находиться от дома. А это как будет меняться от времени x показания на спидометре. Вот что мы с вами видим. Мы целиком разобрались со степенями. Тут я спросил у математики, а что если мы будем двигаться по такому закону? Она говорит, минус единица на x квадрат. Вот что будет показывать спидометр. Удивительным образом это все удовлетворяет вот этой общей строчке. Если n равняется минус 1, мы получаем эту закономерность. А если n равняется минус 2, мы получаем это. Здорово. Математика вообще как бы уважает функциональное равенство. Если вы что-то получили для целых n положительных, то вполне возможно, что это верно для отрицательных n, а может быть даже для дробных. Таки да, это верно. Даже для дробных n этот закон будет верен. Здесь тот же самый закон, что и здесь. Просто я n увеличил на единицу, еще разделил на единицу плюс n, для того, чтобы явно в правом столбце получить x в степени n. Есть такая игра. Все, что вы встречаете слева, давайте увидим и справа тоже. Что надо поставить в левый столбец, чтобы увидеть то, что вы хотите. 2 в степени x превращается вот в это. А что надо поставить в левый столбец, чтобы здесь было в чистом виде 2 в степени x? Ответ простой. Надо в левый столбец поставить 2 в степени x, разделить на логарифм 2. Давайте я это сделаю. Вот. Кстати, как получить в правом столбце единица разделить на x? Это сложный вопрос, потому что единица на x вот в этой формуле будет тогда, когда n равняется нулю. Но когда n равняется нулю, мы получаем 0. Не получается с помощью вот этого варианта получить в правом столбце единица разделить на x. Это очень особенная штука. Давайте разберемся с дробными значениями n. И мне тут хочется нарисовать еще одну визуализацию. Две функции. Синяя x в кубе, желтая корень третьей степени из x. Эти функции выглядят симметрично относительно диагонали зеленой. И не случайно, потому что это две взаимообратные функции. Если вы что-то возвели в куб, то чтобы вернуться обратно, надо взять корень третьей степени. И наоборот. Для обратных функций
можно вычислять производные дружно. Если вы знаете производную синего графика в этой точке, то вы знаете производную желтого графика в этой точке. Если здесь дельта y на дельта x равняется 2, ну, например, вот здесь мы раз шагнули, например, сюда, на одну клетку, а вверх надо шагать на 2, то здесь будет наоборот. Вот касательно нарисовано, и для нее шаг вверх на 1 означает 2 шага вправо. Если здесь производная 2, то здесь производная единица на 2. Если здесь производная 3, то здесь единица на 3. Вот здесь вот можно хорошо увидеть в явном виде. Да, вот именно в этой точке производная равняется 3 для синего графика, а для желтого в этой точке производная равняется единица разделить на 3. 3 деления, 1 деление. То есть как бы единица разделить на производную функции f, это должно быть равно производной обратной функции in в f. От y это будет другой x, это будет не тот самый x. Видите, ведь у этой точки x 1, а у этой точки x другой. У этой точки x равен f от x от x. Короче говоря, если вы научились сопоставлять x и y у желтого и... Точнее так. Научились сопоставлять x желтого графика и x зеленого, то верно вот это вот равенство. Ну, можно тут назвать так. Y от x. Ну, а y от x это на самом деле f от x. Итак, производная обратной функции, которая применена к точке f от x, это есть единица на производную f' от x. Используя это правило, мы можем вычислить производные для дробных степеней и обнаружить, что верно то самое правило, которое мы видели для x в степени n. Вот. Если поставить n равным 1/5, то мы получим как раз x в степени минус 1 1/5, то есть x в степени минус 4/5, ну то есть x в степени 4/5 находится в знаменателе. А n 1/5, значит пятерка уходит в знаменатель. Так, ну вот я здесь явно показываю, что 5 на x в четвертой, если мы поставим вместо x y 1/5, то как раз получим это выражение. Дальше. Есть у нас e в степени x. Я вам заранее сообщаю, что логарифм от x это по определению обратная функция к e в степени x. e это некоторое число, с которым мы еще не разобрались. И производная логарифма от x равняется единице разделить на производная прямой функции, то есть e в степени x. Но e в степени x это и есть y. Ну, правда, в этой строчке y обозначено тоже как x. Итак, мы с вами знаем, чему равняется производная от x в степени n. И если мы хотим получить x в степени n минус 1, то надо взять производную от x в степени n разделить на n. Но смотрите, кое-что тут можно сделать интересное. Можно рассмотреть серию вот таких вот функций x в степени n на n факториал. И после взятия производной мы как бы остаемся внутри этой серии. Получаем ответ такого же вида. Математика любит ставить минус 1 перед n, потому что она считает, что многочлены надо располагать от младшего члена к старшему. А это многочлен. Если мы возьмем x в степени n на n факториал, получим вот такие вот штуки. Возьмем от них производные, и вот что мы увидим. Производная от единицы 0,
производная от x 1 и так далее. И смотрите, это равняется этому, это равняется этому, это равняется этому. То есть, если мы возьмем сумму первого столбца, то это будет то же самое, что и взять сумму второго столбца. Давайте это сделаем. Вот наша функция, которая равняется сумме первого столбца. И понятно, что сколько его не дифференцируй, она останется собой. Правда, тут такой волшебный момент, который я просто проигнорировал. Да, я хочу взять бесконечную сумму слагаемых. Не запрещено, как говорят в интернетах. Почему валидно брать бесконечную сумму? Да, ответ такой, не почему, не валидно на самом деле. Нужно строго это обосновать. Но бывают вот такие вот суммы, которые начинаешь суммировать, и со временем понимаешь, что дальше уже суммировать можно не суммировать, потому что там получаются очень-очень маленькие чиселки. n факториал очень быстро растущая штука, и со временем эти слагаемые будут просто микроскопическими. Несмотря на то, что их там осталось бесконечное количество, ими можно пренебречь, это можно строго обосновать, как называется, вот как именно определить понятие бесконечной суммы. Именно поэтому надо идти в институт. Моего канала недостаточно, строго недостаточно. Функция f от x обладает этим волшебным свойством, что производная от нее равняется самой функции f. Мы знаем такую функцию уже, e в степени x. И, о чудо, неожиданность, это и есть та самая функция e в степени x. Так, я тут использовал 0 факториал. Я хочу пояснить за 0 факториал, что это на самом деле 1. Почему 0 факториал 1? Ответ такой. Раз 5 факториал это 6 факториал на 6, то 0 факториал это 1 факториал на 1. Логично? Логично. Получаем, что 0 факториал равняется 0. В общем, этот ряд и есть ряд Тейлора, про который мы скоро будем говорить, для функции e в степени x. e в степени x может быть записано таким образом красивым, а может быть вот таким. И операция разложения в ряд в математике называется series. И, о чудо, в этот момент мы можем вычислить число e. Надо просто взять это выражение от x равно 1. Берем это выражение, суммируем как бы единицы на k факториал до 10 слагаемого. Можем взять вот такую штуку. Это штука, когда мы берем, значит, одно слагаемое, 2 слагаемых, 3 слагаемых, 4 слагаемых и так далее. Здесь 15 вариантов показано. Последнее число это сумма 15 слагаемых. И видно, что чиселки стабилизируются. Вот тут уже это все, даже вот это 45 и может быть даже 8, это все верные знаки. Дальше они уже меняться не будут. Вот в этом смысле и говорят про сумму бесконечного количества слагаемых. Когда происходит некоторая стабилизация, тогда сумма существует, пусть даже слагаемых бесконечное количество. А иначе оно не существует. Не существует результата бесконечного суммирования, если вы будете суммировать, например, только единички. Кстати, еще одно кстати. Мы могли бы определить экспоненту от x в виде вот такой суммы бесконечного ряда. И вывести, что произведение экспонент есть экспоненты от суммы. Смотрите, как это делается. Возьмем экспонента от ата, экспонента от бета и переумножим вот эти две бесконечные суммы. Но бесконечные суммы мы умножать не умеем. Мы же все-таки люди с ограниченными способностями. Давайте переумножим некоторое количество слагаемых. Дальше я здесь написал, что надо это произведение раскрыть в произведение и собрать слагаемые с одинаковой степенью t. Collect, решеточка t, это означает взять все, что находится слева, поместить вместо решеточки. Вот. Тут должно быть записано выражение от t.
и коллект t соберет слагаемое с одинаковой степенью t. Невооруженным взглядом видно, что вот это а плюс b в квадрате, деленное на 2, а плюс b в кубе, деленное на 3. Вот. Вот это, на самом деле, есть вот это. Деленное на 6, не на 3, а на 6. А здесь вот деленное на 4 факториал, на 24. Это доказывается непосредственно путем формального перемножения бесконечных сумм. Вот. Ну, то есть этот ряд может быть не только следствием определения e в степени x, но и определением. А то, что это e в степени x и функция типа 2 в степени x, можно вывести из этого определения. Итак, верно, это, как будто бы это 2 в степени x, только это не 2, а какое-то другое число. Вот таким образом можно узнать много-много знаков числа e. Тут какой-то простой закономерности нет, не надейтесь, в любой системе исчисления. e в степени x, вот удивительно тем, вот это число e удивительно тем, что производная в точке 1 равна 1. И касательная выглядит вот таким образом, она как бы такая диагональная штука, которая идет с наклоном 1. Если мы возьмем e в степени ax, то вот как будет выглядеть преобразование этой функции. Раз. Вот это когда а очень маленькая, а вот тут а растет. Здесь вот а равняется двойке. Почему? Потому что производная равняется двойке. Как я так быстро понимаю, что это все производная? Ну, смотрите. f от x, если f от x равняется единице плюс ax плюс cx квадрат и так далее, то производная от этой функции равняется а плюс 2cx плюс 3dx квадрат. Производная этой функции в точке x0 равна а. А если мы вспомним series, то увидим, что первое слагаемое равняется здесь ax, значит производная равняется а. То есть e в степени ax это такая функция, у которой производная равняется а. Дальше мы замечаем, что e в степени ax это e в степени a в степени x, и e в степени a это просто какое-то число. То есть это на самом деле просто какое-то число в степени x. И, например, для двойки есть какое-то a, что вот это есть 2 в степени x. Ну, что это за число? Давайте напишем e в степени a равно 2. Если мы назовем функцию обратную экспоненте логарифмом, то как раз а будет равен логарифму 2. Мы просто здесь возьмем это выражение, возьмем от обеих частей логарифм. Логарифм от экспоненты по определению дает исходное значение а. Ну а справа мы получаем логарифм 2. Поэтому e в степени логарифм b это b. Так, тут я хотел показать, что экспонент от логарифма снова дает x. Еще такое рассуждение. Вот когда я тут меняю а, то есть я просто применяю, я на самом деле как бы растягиваю, как будто бы у меня эта плоскость, такая резинка, и на ней нарисована синяя и желтая линия, и я беру и растягиваю эту резинку, или наоборот сжимаю. И ясно, что при растяжении в 2 раза, вот при таком растяжении, дельта y на дельта x уменьшится в 2 раза. Вот из этих еще соображений немедленно следует, что e в степени ax имеет производную
в а раз больше, чем исходная функция экспонента от x. Как-то так, как-то так. Что мы с вами поняли уже? Мы с вами поняли вот это все. Первые три строчки это одно и то же, по-разному записанные. Ну а здесь важные две новые функции. e в степени x и обратная к этой функции логарифм от x. Тут я хотел показать, что... Тут я хотел пояснить, почему производная от логарифма x равняется единице на x. Ну, очень просто, да, как я уже сказал. Производная от обратной функции это единица разделить на производную от исходной функции. То есть это как бы единица разделить на e в степени x. Но x надо взять другой. И поэтому здесь получаем единицу на x. Вот здесь мы имеем f от x. И смотрите. Первая производная равняется многочлену второй степени. Вторая производная равна многочлену первой степени. Третья производная вообще равна константе. Если мы возьмем все эти производные и посмотрим, чему они равны в точке 0, ну еще исходную функцию f от x, то мы получим a, b, 2c, 6d. То есть, зная эти четыре величины, значение функции f от x в точке 0 и три производных в точке 0, мы на самом деле можем восстановить исходную функцию f от x. Все коэффициенты будем знать. Зная f3 штриха, мы узнаем, чему равняется 6d, и значит узнаем, чему равняется d. И мы сможем записать вот эту штуку. Но это только если многочлен третьей степени. И вот как можно прямо явно записать этот многочлен. Да, вот так вот он восстанавливается. То есть кто-то нам рассказывает эти значения, и мы немедленно восстанавливаем исходный многочлен. Если мы знаем 100 первых производных в точке 0, то мы можем записать вот такую штуку. И эта штука будет абсолютно точным ответом для случая, когда f от x это многочлен степени 100 или меньше. А если это не многочлен сотой степени, если это какая-то сложная штука, синус x или корень из x, тогда что? Тогда эта штука может оказаться хорошим приближением нашей функции f, а может не оказаться. Давайте посмотрим, чему равняется вот эти вот такое вот разложение для каких-то функций. Я здесь взял не 100, а 10. Многочлен 10 степени остался многочленом 10 степени. e в степени x стало равно, ну, то, что мы уже знаем. Тут везде написано ox в 11. Это значит нечто меньше либо равное, чем x в 11, когда x очень маленькое. Строго объяснять, что такое o большое, не буду. Для логарифма x, скажем так, она не справилась и правильно сделала, потому что это невозможно. А для логарифма единица плюс x справилась. Прямо выписала, чему равняется ответ. Единица на x остался единица на x. Тут ничего не раскрылось. А вот эта формула. Эта формула кому-то известна. Это формула бесконечной геометрической прогрессии. И здесь написаны первые 10 членов геометрической прогрессии. Синус x, косинус x. Вот оказывается, как они раскладываются. И это довольно-таки неплохие приближения синуса и косинуса в окрестности нуля. Обратите внимание на совпадение коэффициентов. Только здесь только нечетные, а здесь, наоборот, только четные. Ну и знаки плюс-минус тут скачут. А тут они все равны плюсу. Синус и косинус демонстрируют какую-то необыкновенную близость к функции экспонента от x.
Это не случайно. Нарисуем графики синуса, косинуса, кто не знает. Это вот такие вот штуки. Синус как определяется? Хотя ладно, не буду рассказывать, как определяется синус. Кто-нибудь вам другой про это расскажет. Я вам нарисовал график. Это такие естественные волны, по которым, например, звук распространяется. Или на воде. Видно, что на самом деле это одна и та же функция, просто сдвинута. Можно еще два сдвига нарисовать, и тогда это будет полный набор волн. Здесь я решил нарисовать, показать вам, как выглядит многочлен пятой степени, который приближает синус х. Вот восьмой. Если я нажимаю один раз плюс, 11, еще раз 12, 11 и 12 одно и то же, потому что там пропускаются в случае синуса четные слагаемые. 13 и 14 это тоже одно и то же. Ну вот, как-то так. Сотру, чтобы это не грузило. Дальше. Экспонента. То же самое сделаю для экспоненты. Желтый график постепенно приближается к исходному. Так, xmin, а с другой стороны xmax. Ну вот видно, что тут в районе минус 4 уже происходит отклонение. А так, очень даже неплохое приближение. В районе вот 10. Только расхождение начинает наблюдаться. Хорошо. Следующая функция. Единица разделить на единицу минус х. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Увеличиваем n. Секундочку. Зависит от четности. Видно, что функция плохо приближается за пределами отрезка минус 1, 1. Ну, потому что в точке 1, 0 вообще у нас происходит убегание в бесконечность. А в точке минус 1, ну как бы без повода, но на самом деле есть такое понятие, как радиус сходимости. Если вы с одной стороны упираетесь в какую-то особую точку, то с другой стороны будет тоже неприятность. Давайте посмотрим, как выглядит разность исходной функции и приближенной функции через несколько слагаемых ряда Тейлора. Видно, что вот в этой области разница минимальная. Давайте подвинемся. Вот так вот. А здесь вот так вот. И дальше будем увеличивать n. И числа на оси y становятся все меньше и меньше. Окей. Хорошо. На этом я внезапно прерываю свой рассказ, потому что никак иначе, кроме как внезапно, его невозможно закончить. Слишком много зависших вопросов, дальнейших направлений исследований здесь есть. Приведу напоследок табличку с некоторыми ответами. Это функция, а это ее производная. И вот множество таких пар. Ну и, конечно, интересно задавать себе вопросы, что надо нарисовать в левый столбец, чтобы справа получить то, что вы хотите. Например, x в квадрате на e в степени x. Или e в степени x умножить на синус x. Что надо поставить в левом столбце, чтобы увидеть это справа? Переход от правого столбца к левому называется интегрирование или взятие первообразной. Кстати, надо понимать, что взятие первообразной процессы неоднозначные. Например, вот если я здесь напишу плюс 100, то это по-прежнему будет верная пара функций, так как производная от 100 это 0, а производная от суммы это сумма производных. Кстати, вот этот закон здесь написан. Внизу в этой таблице показаны некоторые правила общего назначения,
когда у вас произвольная функция h и произвольная функция g. Как можно получить, например, производную от h от x в квадрате, зная производную h от x? Все эти правила интересно самостоятельно вывести на бумажке. Вот это вот тоже очень интересное правило. Когда мы функцию h от x поставляем в качестве аргумента в другую функцию g от x. Что надо взять из этого видео? Во-первых, саму формулу ряда Тейлора. И вопросы. Иногда, да, важно взять не результаты, а неотвеченные вопросы. Когда это приближение работает, для каких функций? Насколько большие x можно подставлять в эту формулу? Можно ли как-то оценить остаток, который получается, если мы из исходной функции вычтем ее приближение рядом Тейлора до n-го члена? Конечно же, надо взять сами функции экспоненту и логарифм, если вы их не знали. Надо взять с собой вот эти новые два слова – дифференцирование и интегрирование, или взятие первообразной. Ну и пополняйте таблицу самостоятельно. Всем удачи, пока.